Привет, вперед смотрящие! Привет, начинающие айтишники! Как сказал один известный человек, шоу must go on, а хорошее шоу должно продолжаться тем более. И поэтому добро пожаловать на 9-е занятие курса «Основы сайтостроения». Наш курс «Основы сайтостроения» возвращается на YouTube, а также спешим поделиться с вами, что у нас появились новые платформы для обучения. Это Patreon и Boosty. Какие преимущества дает вам просмотр наших видеоуроков именно на Patreon и Boosty, вы узнаете чуть позднее, а сейчас мы приступаем к изучению основной программы нашего курса. Ранее мы изучили, что такое HTML, CSS и JavaScript. Мы создали свой первый сайт, познакомились с первыми тегами HTML и их классификацией, узнали, что такое абсолютные и относительные ссылки, как вставлять изображение на веб-страницу, познакомились со способами подключения CSS к HTML-элементам, узнали первые селекторы CSS и узнали способы задания цвета тексту и фону элемента. Сегодня мы познакомимся с единицами измерения в CSS. Сантиметры, метры и километры, граммы, килограммы и тонны, секунды и минуты, вольты и ватты носят одно общее название. Это единицы измерения физических величин. Такие же единицы измерения существуют и в CSS. Это пиксели, проценты, емы, ремы, view heights, view widths, view min, view max и другие единицы. Именно о них пойдет речь на нашем сегодняшнем занятии. Единицы измерения в CSS разделяют точно так же, как и ссылки, на абсолютные и относительные. Абсолютные единицы — это, например, пиксель, так принято считать. Хотя это весьма относительно. И существуют относительные единицы. Это проценты, емы, ремы, ch и x, view heights, view widths, view min, view max. Существуют так называемые абсолютные величины, миллиметры, сантиметры, типографская точка, типографская пика. Но эти единицы измерения, если говорить об их применении в CSS, давно уже устарели и отправились на свалку истории. Конечно, их можно применить, если вы с помощью данных единиц будете задавать размеры, например, шрифту, браузер это поймет и будет применять это значение, но этого делать в настоящее время не стоит. Следует пользоваться более современными единицами, такими как пикселями, либо единицами измерения, например, из данной строки. И то, например, единицы ch, ex и x употребляются крайне редко. Наиболее распространенные единицы проценты, емы, ремы. Часто можно увидеть использование в view heights, view widths. Иногда можно использовать такие измерения, как vmin, vmax. Особенно для адаптивной верстки они хороши. И об этих наиболее популярных единицах измерения мы будем говорить на сегодняшнем нашем занятии. Если вам хочется более подробно узнать о других единицах измерения, вы можете нагуглить эту информацию в интернете, либо для наших подписчиков на Boosty и Patreon мы приготовили специальные ссылки в описании под видео, и вы, перейдя по ним, можете почитать полезную информацию о разнообразных единицах измерения в CSS. Итак, почему же одни единицы называют абсолютными, а другие относительными? На самом деле это небольшое такое лукавство.
Ведь если разобраться, ну, не бывает абсолютных единиц измерения. Что такое абсолютная единица? Это значит, что данная единица измерения претендует на некую абсолютную истину. Что вот есть килограмм или метр, и по-другому вот ничего сказать нельзя. Это вот она истина, она явилась просто вот с появлением человечества, она существовала. На самом деле любая единица измерения, на то она и единица измерения, что она измеряет что-либо относительно чего-либо. Например, в англоязычных странах, таких как Британия, либо Соединенные Штаты Америки, распространены такие единицы, как дюймы и футы. Ну а что такое фут? Фут – это размер стопни взрослого крупного человека. Это примерно 30 сантиметров, если переводить на более понятные нам единицы из метрической системы. А что такое дюйм? Дюйм – это размер большого пальца крупного взрослого человека. Это примерно 2,5 сантиметра. Были времена, когда пиксель был более абсолютной величиной, нежели сейчас. В те времена компьютерные игры выглядели вот так. И человечек, бегающий по лабиринту, состоял из светящихся точечек, из пикселей, где каждый пиксель это был физический элемент. Это маленькая светящаяся точка на экране компьютера. Но времена менялись, и количество таких светящихся точек на экранах становилось все больше. На единицу площади, на дюйм, есть такая величина, как PPI, количество физических точек, которые светятся на дюйм монитора. Вот эта величина постоянно увеличилась. И пиксель перестал быть такой абсолютной физической величиной в прямом смысле слова, что пиксель это светящаяся точка. Сейчас точки, которые горят на экране, настолько маленькие, что пиксель состоит уже из нескольких таких точек. Пиксель перестал быть абсолютной физической величиной. И сейчас, если правильно говорить, то пиксель это тоже относительная величина. Пиксель, сейчас программная величина, которая может занимать несколько таких светящихся точек, и размер пикселя этого зависит от количества точек на дюйм, от величины PPI. Поэтому, принято, мы вот на нашем курсе будем называть пиксель, как его часто называют в учебниках, абсолютной величиной, но понимаем, что на самом деле это весьма относительно. Так, сколько же вот примерно занимает место на экране один пиксель? И правильный ответ, что он занимает в зависимости от того, на каком мониторе мы будем рассматривать этот пиксель. Его величина зависит от PPI. И в зависимости от экрана величина пикселя варьироваться. Это может быть там примерно 0,1 мм до 0,3 мм, где-то вот в таком диапазоне. Пиксель на современных мониторах он будет виден глазу человека. Чтобы продемонстрировать, что такое пиксель, можно посмотреть вот на следующее изображение. Вот это исходное изображение, а это тоже изображение, но увеличенное во много раз. И здесь мы видим уже много вот таких вот квадратиков. Вот эти маленькие квадратики, это и есть те же самые пиксели. Но только на современном мониторе каждый такой квадратик состоит из множества еще более мелких точек, которые являются светящимися элементами монитора. Таким образом, пиксель – это минимальный и неделимый элемент, условная точка, из которого состоит изображение на экране монитора. Абсолютная единица измерения, хотя по факту мы знаем, что это довольно относительно. И в отдельных источниках будет отмечаться, подчеркивается, что пиксель это все-таки относительная единица измерения. Давайте разберемся на практике, как работает пиксель.
у нас вот такой код. Вы можете видеть родительский div, вот он начинается, вот тут вот закрывается. И мы установили этому диву размер шрифта 20 пикселей. Кто помнит, как называется такой способ подключения стилей, когда стили подключаются прямо в теге? Правильно, он называется встроенный способ. Итак, размер шрифта этого дива 20 пикселей. А дальше в этом контейнерном диве у нас вложены еще 3 других дива. И у контейнерного дива есть свой текст страусы. Первый из вложенных дивов, у него размер шрифта тоже 20 пикселей. Второй div, мы ему не указываем никакой размер шрифта, он просто не указан. И для третьего дива размер шрифта мы видим 15 пикселей. Давайте посмотрим, как они отображаются в браузере. Значит, нажимаем F12, чтобы открыть панель разработчика. И проверяем размер шрифтов, которые мы видим в браузере. Нажимаем вот эту клавишу, чтобы можно было выбирать элементы. И выбираем контейнерный div. Давайте я нажму, покажу. Вот в отладчике, что мы выбрали вот этот контейнерный div. В нем текст страусы. И потом вот еще один div, второй div и третий div. Вот они лежат. Итак, мы выбираем самый большой вот этот div контейнерный первый. Вот он. И выскакивает у нас диалоговое окошко внизу. И мы видим в третьей строчке фонд, шрифт, и указан размер этого шрифта 20 пикселей. Ровно столько, сколько мы задавали ему с помощью встроенных стилей. Ну, дальше идет строчка Times New Roman. Это шрифт, который применился по названию шрифта, группы шрифтов, которая применилась по умолчанию. Ну, о шрифтах мы будем говорить на других наших уроках чуть позднее, пока мы говорим о единицах измерения. В данном случае вот у нас размер шрифта для всего вот этого дива 20 пикселей. Смотрим следующий div. Мы ему также указывали размер шрифта 20 пикселей. Мы видим, что такой же размер и применился, 20 пикселей во всплывающем окошке. Далее, третьему диву мы помним, что указывали размер шрифта 15 пикселей. Вот в всплывающем окошке мы видим, что браузер применил эти 15 пикселей, фонд 15 пикселей. И вот так он отличается от шрифтов 20 пиксельных. Мы видим, что он реально меньше. А теперь вопрос важный. Какой же размер шрифта вот этого второго дива из вложенных в контейнер, которому мы не указывали никакой размер шрифта, вот мы не указывали ничего. Ну, уже наглядно видно, что он такой же, как и вот у этого дива 20 пикселей, и такой же, как у текста страусы. Почему так произошло? Давайте проверим. Ну вот, 20 пикселей выскочило. А все дело в том, что таблицы стилей у нас называются каскадными, верно? И вот данный div, он унаследовал каскадиком спустившийся к нему стиль от своего предка, от своего родителя, от вот этого контейнерного дива, которому мы задавали шрифт 20 пикселей. Поэтому вот эти 20 пикселей установились для текста страусы. Тут мы тоже повторили эту инструкцию, тут тоже было 20 пикселей, живут в Африке. Для вот этого текста установились те же 20 пикселей, потому что каскадиком размер этого шрифта унаследовался от родительского контейнера 20 пикселей. А вот у этого дочернего тега, у третьего дочернего тега родителя вот с 20-пиксельным шрифтом, мы конкретно этому тегу указали другой размер шрифта. Мы сказали, а у тебя пусть размер шрифта будет 15 пикселей. И в данном случае мы видим, что
шрифт ну, гораздо меньше. Что еще я хочу вам показать о пикселях? Я вот заготовил тут небольшой код, сейчас его вставлю. Вот смотрите, вот у нас появилась, должна на браузере отрисоваться горизонтальная линия благодаря тегу HR, вот она. И у нас отобразился div, который пустой, никакого текста в нем нету. Он красного цвета, потому что во встроенных стилях я ему указал такое стилевое свойство background color, вы его уже знаете. Значение этому свойства я сказал red, что он будет красный. И также указал такие характеристики для этого дива, как width и height. И в данном случае width 10 пикселей и height 10 пикселей. И это квадратик получается. Вот 10 пикселей так и 10 пикселей так. А для чего, значит, я это привожу? Давайте, чтобы показать, как на моем экране будет выглядеть 1 пиксель. И чтобы можно было пощупать воочию и увидеть, что такое 1 пиксель. Вот смотрите, я убираю width, убираю нолик, и вот в данном случае ширина у квадратика исчезла, осталась только height, длина в 10 пикселей, а ширина сейчас 1 пиксель. Вот так на моем мониторе отображается 1 пиксель. Если мы уберем в height нолик, то останется только вот она, малюсенькая точечка размером в 1 пиксель. Так она выглядит на моем мониторе. Двигаемся дальше. Главное достоинство пикселя – это его четкость, простота и понятность. Но порой это выглядит как недостаток. Относительные единицы измерения, они в некотором смысле мощнее, поскольку они позволяют устанавливать соотношения между различными размерами, и это зачастую весьма выгодно и полезно. Давайте поближе познакомимся с относительными единицами измерения. И первая относительная единица это будет процент. А если мы используем пиксель, то мы после числа указываем условное обозначение пикселя pH. Когда мы хотим применять проценты, то мы после числа будем использовать соответствующее обозначение процента. И когда речь идет о процентах, то в первую очередь всплывает вопрос, а от чего, собственно, мы будем этот процент отсчитывать? Что брать за основу? И, как правило, в CSS процент этот будет отсчитываться от значения свойства родителя. Давайте разберемся с конкретным примером. Смотрим вначале вот на эту часть кода. Этот код отображает вот эти два прямоугольника, два квадрата в нашем браузере. Первый квадрат небесно-голубого цвета, второй квадрат цвета индиго, фиолетового цвета. Вот мы видим код, который рисует нам небесно-голубой квадрат. У него background color sky blue и width и height 300 пикселей. Так 300 и так 300. Второй квадрат, который является дочерним квадратом первого, цвета индиго, и тут уже его width и height не в пикселях, а в процентах. 50% и 50%. И, соответственно, как мы уже знаем, процент он отсчитывает, этот будет брать за основу размер родительского квадрата. 50% от родителя, это будет 150 пикселей, и height, соответственно, тоже 150 пикселей. Давайте проверим в браузере. Я нажимаю кнопочку, которая позволяет нам выделять элементы на страничке, и навожу на фиолетовый квадрат. И вот вы видите прямо в первой строчке размер фиолетового квадрата 150 на 150 пикселей, ровно 50% от размера родительского квадрата 300 на 300.
Но мы еще видим, что у нас в коде существует и третий, невидимый пока квадрат. Он является дочерним квадратом, у которого цвет индиго. То есть он где-то вот тут вот должен располагаться, и его фон должен быть красным, но мы его не видим по той простой причине, что его размер не указан. Давайте сейчас укажем данный размер. Итак, я сейчас копирую вот этот код width 50 и height 50 и вставляю его в невидимый пока красный квадрат. И браузер отрисовал ранее невидимый квадратик, который благодаря тому, что мы установили размеры, отобразился на нашей страничке. И уже этот красный квадрат, он занимает 50% от своего родителя, от фиолетового квадрата. Таким образом, использование относительных единиц измерения, благодаря тому, что они за основу своего измерения берут какую-то другую величину, величину какого-либо, например, другого элемента родителя, благодаря этому мы можем достигать интересных и нужных эффектов при верстке. Например, смотрим вот код дальше, вот этот. Здесь мы видим знакомый уже у нас нам текст, по примеру, о пикселях, о страусах. Родительский div, и в него внутри вложены три других дива, один из которых вообще вот без стилей. И этот div без стилей — это вот текст M крупная птица. Вот он тут у нас отображен. И посмотрите, по умолчанию данный вот контейнер с этим текстом OBM, он занимает вот всю ширину экрана, какой бы ширины экран не был. Что, например, если дизайнер сайта сказал нам, что вот данный текст должен занимать всегда не всю ширину экрана в этом диве, а только 50% от области просмотра. Причем независимо от того, на каком устройстве мы будем смотреть на данный текст. Это может быть и смартфон, вот с таким вот узеньким экраном, и данный текст должен занимать там ровно 50% экрана, или может быть огромный компьютер, и всегда этот текст должен быть 50%. Если мы укажем ему размер в пикселях, то вот сейчас смотрите на квадрат, мы 300 на 300 указывали его размер на синий квадрат, и если мы меняем ширину экрана, то как бы этот квадрат не влезает в данный экран. Если устройство у нас вот будет меньше 300 пикселей его разрешения, то у нас будет появляться полоса прокрутки, и можно будет эту полосу прокрутки будет необходимо двигать туда-сюда или пальцем елозить по экрану, чтобы увидеть весь вот этот квадратик. Но с текстом это очень неудобно, если приходится двигать экран туда-сюда, чтобы прочитал. Итак, у нас задумка дизайнера при любой ширине экрана, чтобы вот этот текст про M был строго, допустим, 50%. Для этого мы применяем проценты. Я вставляю сюда заранее уже написанный код, скопировал его, нажал Ctrl-V, он вставился. И вот мы указываем, что текст об M будет всегда 50% от, в данном случае, вот от этого родителя, а этот родитель по умолчанию он занимает всю ширину экрана. То есть текст OBM получается в итоге при любом экране будет занимать ровно половину области просмотра. Давайте проверим. Смотрите, я увеличиваю экран, даже вот так могу поступить, вот такой широкий сделать, и вот смотрите, ABM текст вот так занял 50%. Если я делаю его узким
Он в любом случае приспосабливается и занимает ровно 50%. Все это возможно благодаря тому, что мы используем относительную единицу измерения, в данном случае процент. Итак, мы рассмотрели, как применяется относительная единица измерения процент для задания таких величин, как width и height, ширина и высота. А что же касается использования процента для задания шрифтов? Для этого давайте еще более подробно разберемся вот с этим блоком кода. Здесь у контейнерного блока, у родительского, мы видим, что размер шрифта задан уже в знакомых нам пикселях. 20 пикселей размер этого шрифта. Потом для его дочернего тега следующего с текстом «Живут в Африке» размер шрифта уже указан в процентах, и размер этого шрифта 150%. Мы знаем, что что процент этот будет отсчитываться от с основы будет взят размер шрифта, в данном случае родительского тега. Соответственно, если размер шрифта родителя был 20 пикселей, то 150% от этого размера шрифта это будет, кто может в уме посчитать? Правильно, 30 пикселей. То есть вот этот текст должен отобразиться размером в 30 пикселей. Давайте проверим это в браузере. Итак, я нажимаю кнопку, которая позволяет выбирать нам теги, и навожу на текст «Живут в Африке». И вы видите, выскочило окошко, в котором указано, что размер этого шрифта 30 пикселей. То есть браузер пересчитал проценты в пиксели, установил соответствующую величину, и в данном случае вот выводит нам сообщение с тем, что шрифт такого размера, как мы ожидали, как мы и высчитывали. Давайте еще хочу показать вам такую вещь. Давайте посмотрим и на этот тег прямо в отладчике. Вот этот тег «Живут в Африке», и смотрим на стили, которые показывает нам отладчик. Вот его, мы его выделили, соответственно, вот тут вот в этом блоке мы видим стиль элемента, и вот его font size 150%. И это очень интересно. Хочу подчеркнуть ваше внимание, что когда мы смотрим на тег в дереве тегов, и мы вот видим, что его стиль тут 150%, так как мы и писали, и в блоках, которые показывают те или иные стили, которые мы применили отдельно, мы тут тоже видим, что размер данного шрифта 150%, ровно так, как мы писали вот тут вот. А когда мы выбираем этот тег таким образом, и выскакивает вот это вот окошечко с информацией о теге, мы видим уже пересчитанное браузером значение размер шрифта. И тут уже не 150%, а указывается он в пикселях. 30 пикселей. А пиксель это такая основная величина, в которую в конечном итоге все вот эти проценты браузер пересчитывает. Двигаемся. Так, давайте отожмем. Двигаемся дальше. Смотрим. Значит, вот этот div, он по обему, у него не указан никакой размер шрифта, но для нас это уже не новость. Мы знаем, что он унаследует размер шрифта родителя, и он будет 20 пикселей. Давайте проверим. Вот 20 пикселей. И третий тег, о котором надо нам в этом примере поговорить, это вот этот тег, где идет речь об африканском и сомалийском страусе, и у него уже размер 80%. 80% от чего? Правильно, от родителя, то есть вот от этого тега. 80% от 20, сколько будет? Считаем в уме. И вот подсказка. 16 пикселей.
И давайте рассмотрим третий пример, последний, касаемый процентов. И здесь тот же уже знакомый нам код. Единственное, что в контейнерном теге, в родительском теге, у нас не указан никакой размер для шрифта. Вообще никаких стилей нету. И вопрос в таком случае, какого же размера будет вот этот вот текст страусы, если не указан размер, и какого же размера будет, например, текст «Живут в Африке», вот этот вот. От чего он будет рассчитывать свои 150%, если у родительского тега не указан никакой размер. Кто был внимателен на предыдущих занятиях, кто выполнял уже все домашние задания, тот знает, что если мы не указываем тегу сознательно размер для его шрифта, то значит этот размер браузер установит сам по умолчанию, и он установит его такой, какой по умолчанию установлен корню сайта, тегу HTML. Большинство современных браузеров по умолчанию для тега HTML устанавливают размер в 16 пикселей. Значит, вот этот вот тег, мы знаем, что, давайте нажму, что он является, вот он, дочерним тегом тега body, а body является дочерним тегом тега HTML, а браузер, если не указано специально какой-либо размер тегу HTML, установит ему 16 пикселей. Соответственно, каскадиком эти 16 пикселей передаются сюда, и они передаются и сюда. То есть мы знаем, что размер шрифта вот этого текста страуса, вот мы выделяем этот 16 пикселей. Это шрифт, размер шрифта, который браузер установил по умолчанию. И дальше уже все становится очень просто. Поскольку размер вот этого дива, сейчас отменю, мы знаем 16 пикселей, то, соответственно, вот в этом теге он будет рассчитывать свои 150% от 16 пикселей вот своего родителя. И в данном случае это «Живут в Африке». Видите, 24 пикселя. Можете пересчитать в уме, проверить. Дальше идем, двигаемся. Вот этот вот тег OBM, у него не указаны никакие собственные размеры шрифта, но мы знаем, что возьмет его из родительского тега, размер которого шрифта 16. Соответственно, тут будет 16. Проверяем. Видите, 16 пикселей. И последний тег, вот этот, у него размер шрифта 75%. 75% от 16, 12 пикселей. Считаем в уме или на листочке, проверяем. Вот таким образом работает относительная величина процент, и мы видим, что ее можно использовать для указания таких величин, например, как ширина либо высота, но и эти проценты мы можем использовать для указания, например, размера шрифтов. И следующая относительная единица измерения, которую мы рассмотрим, это EM. И если пиксели и проценты — это относительно универсальные единицы измерения, в том плане, что они используются для того, чтобы задать размер шрифту, либо их используют для того, чтобы задать width, height, такие параметры, то EM, как правило, используют для задания размеров исключительно шрифта. Итак, EM — это размер шрифта относительно текущего шрифта, где текущий шрифт — это шрифт родителя. И это, еще раз, относительная единица измерения. Переходим к примеру. Знакомый нам уже текст о страусах, где вот первый
часть, вот она, и вторая часть. Итак, в первой части размер родительского контейнера установлен как 20 пикселей. Значит, вот этот текст страусы будет 20 пикселей. Смотрим. Видите, 20 пикселей. А размер второго уже тега дочернего установлен в 1Е. То есть текст «Живут в Африке» это будет 1Е. Что же такое 1Е? Вспоминаем определение. Е это размер шрифта относительно текущего шрифта, где текущий шрифт это шрифт родителя. Родитель у нас 20 пикселей, а размер 1Е, соответственно, текст «Живут в Африке» будет отображен с тем же размером. 20 пикселей. Проверяем. Видите, 20 пикселей. Далее, тут мы никакой размер не задаем. Он тоже будет 20 пикселей. Уже показывать не буду, все понятно. И следующий div об африканском и сомалийском страусе, в котором идет речь, уже размер шрифта 1,5 ема. Причем, обратите внимание, точка ставится не запятой, а вот именно точку нужно ставить. 1,5 ема. То есть отсчитывается 1,5 ема от 20. Мы знаем, что 20 пикселей это 1 ем, а 1,5 ема будет, соответственно, 30 пикселей. Правильно? Проверяем. Видите, 30 пикселей. Вот так работает ем. То есть он высчитывает 1 ем, это размер шрифта родительского тега. Соответственно, 1,5 ема это будет 30 пикселей в данном случае. Давайте вот напишу, я тут заменяю 1,5 на 2 ема. И будет размер шрифта этого 40 пикселей. Смотрим. 40 пикселей. Двигаемся дальше. В этом уже случае размер контейнера тут уже не в пикселях установлен шрифт, а сразу в емах. А откуда же он будет брать вот эти емы? Мы уже знаем, что он возьмет от своего родителя, то есть от текста, в данном случае от шрифта по умолчанию. Шрифт по умолчанию 16 пикселей, соответственно, вот это слово страусы будет 1 ем, и это 16 пикселей. Смотрим. 16 пикселей. Соответственно, у этого текста «Живут в Африке» размер будет 2 ема. А 2 ема в данном случае, если мы знаем, что 1 это 16, то 32. Правильно. Проверяем. Видите, 32 пикселя. У этого будет такой же, как и у родителя, то есть 16 пикселей. 1 ем в данном случае. 16 пикселей. И последний тег 0,5 ема, половина от 16 пикселей, значит это будет 8 пикселей. Вот такой маленький шрифт. Так работает ем. Следующая относительная единица измерения это рем. Она так же, как и ем, используется, как правило, для установления размеров именно шрифту. И рем это размер шрифта относительно размера шрифта корневого элемента страницы или HTML. Вот эта буква R это сокращение от слова root, корень. Root это главный корневой элемент, в который вкладываются все остальные теги HTML страницы. Ну, в данном случае мы знаем, что этот элемент еще по-другому называется HTML. То есть, если ем он берет свой размер, рассчитывает от родителя, то рем всегда будет рассчитывать свой размер от тега HTML. Посмотрим, давайте пример. Так, убираем лишнее. Нажимаем F12. Чтобы можно было проверять. И знакомый нам уже
Текст о страусах. Итак, первый блок. Вот он. Контейнерный div. У него размер 20 пикселей. Соответственно, у тега вот этого страуса размер, видите, такой 20 пикселей. Вот у этого текста 20 пикселей будет. Потому что мы вот тут вот указали. А дальше у нас идет текст «Живут в Африке». Вот этот. И его размер не 2 ема, вот, а уже 2 рема. А рем мы знаем, что берет свой размер не от родителя, то есть не от 20 пикселей, а от размера тега HTML. А тег HTML у нас по умолчанию мы знаем 16 пикселей. Соответственно, размер вот этого текста «Живут в Африке» будет 32 пикселя. Проверяем. Видите? 32 пикселя, потому что от корня он посчитал свой размер. Двигаемся дальше. Div — это тег, которому не указан никакой размер. Он автоматически будет брать свой размер от корня. Извините, не от корня, а в данном случае от родителя. И это будет 20 пикселей. Вот он. И третий тег, его уже размер 1 рем. 1 рем он возьмет не отсюда, а от корня, от HTML, то есть будет 16 пикселей. 16 пикселей. Вот этот блок. А здесь у нас... Так, а чем тут отличается? Ага, значит, тут контейнерный блок 20 пикселей, то есть вот этот текст будет 20 пикселей, уже проверять не будем страусы. А тут уже у нас вот этот div, внимание, в емах, а не в ремах. Мы помним, что тут был текст 32 пикселя, а тут он в емах, соответственно, он будет отсчитывать не от HTML страницы, а от этой страницы. И данный текст вот будет у нас 40 пикселей. Проверяем. 40 пикселей. А в ремах он был, помним, 32 пикселя, потому что он считал свой размер не от контейнера, а от тега HTML, который по умолчанию 16 пикселей. Дальше вот этот вот div без указания шрифта, он наследует вот этот 20 пикселей. Смотрим. Вот 20 пикселей. И последний тег 1 ем. Уже у нас емы тут. И он будет 20 пикселей. То есть в этом примере мы можем видеть, как работают ремы. А в этом примере мы видим, как сработали емы. Они похожие единицы, и вот наглядное отличие. И еще две относительные единицы измерения — это v-width и v-height. Viewport — область просмотра, ширина области просмотра, heights, и view — область просмотра, heights — высота области просмотра. Мы предлагаем нашим подписчикам изучить как работают эти единицы самостоятельно, погуглив, найдя информацию в интернете об этих величинах. Ее много, написано хорошо, понятно. Вот. Ну, для подписчиков наших на Boosty и Patreon соответствующего уровня мы приготовили еще один специальный бонусный ролик, где мы расскажем о данных величинах, а также мы еще подробно расскажем о величинах изменения v-min и v-max. И еще один важный совет в завершении содержательной части ролика. Следующий. Для указания размеров шрифта обычно используются емы, ремы и пиксель, а для задания размеров блоков, полей и отступов используются чаще всего пиксели и проценты.
домашнее задание, разъяснение домашнего задания и разбор его выполнения, практика у нас будет выходить для каждого таска, для каждой задачи на платформах Boosty и Patreon, даже для начального уровня подписки. Таким образом, мы сегодня узнали, что единицы измерения в CSS бывают как абсолютные, так и относительные, и мы подробно на практике разобрались, как работают пиксели, проценты, емы и ремы. Также на этой неделе для наших подписчиков на Boosty и Patreon выйдет дополнительный бонусный ролик об единицах измерения VH, VW, VMIN и VMAX. Давайте сейчас более подробно поговорим о тех возможностях, которые дают вам, нашим подписчикам, и нам, авторам курса, площадки Boosty и Patreon. Данные площадки позволяют вам стать спонсорами. И вы благодаря спонсорству мотивируете нас, авторов контента. Мы в таком случае понимаем, что наша работа оценивается, что то, что мы делаем, важно и полезно для вас. Это мотивирует нас на более качественную, более активную работу. И мы придумали несколько уровней спонсорства. Они одинаковые, как и на Boosty и Patreon. И их названия следующие. Калькулятор – это базовый уровень. Второй уровень – это персональный компьютер или расширенный уровень. Третий уровень – это суперкомпьютер и эксклюзивный уровень спонсорства. И последний уровень, максимальный уровень спонсорства – это квантовый компьютер. Каждый уровень подписки дает вам, нашим подписчикам, доступ к определенного уровня бонусам, к определенному набору бонусов, которые мы для вас заготовили. И эти бонусы, как и название уровня в подписке, одинаковы как на Patreon, так и на Boosty. Отличие основное одной площадки от другой — это то, что первая площадка Patreon работает с американской валютой, с долларами, либо с евро. Платформа Boosty работает с российскими рублями. Вы можете сами выбирать ту платформу, которая для вас более удобна и которая доступна в вашем регионе. Итак, более подробно о бонусах каждого уровня подписки. Первый уровень подписки, как на Boosty, так и на Patreon, это калькулятор. Что дает данный уровень? Вы получаете ранний доступ к новым роликам с базовой теорией и разбором практических заданий, необходимых для освоения веб-разработки. Что это означает? Это означает, что для наших подписчиков Boosty и Patreon ролики будут выходить несколько раньше, чем они будут выходить в YouTube. И также все ролики на данных платформах, они будут включать не только базовую теорию, которая будет на YouTube, но эти ролики будут включать и разбор практических заданий, необходимых для освоения веб-разработки. То есть речь идет о тех домашних заданиях, которые мы будем выполнение их будем объяснять подробно в конце каждого ролика, а в начале следующего нового ролика по следующей теме мы будем отводить время на детальный разбор, как это домашнее задание следовало выполнить. Это очень важная часть для веб-разработчика, поскольку человек учится через практику. Практика очень важна. И также для наших подписчиков Boosty и Patreon мы под каждым видео, в описании видео, мы будем предоставлять ссылки на все основные сторонние ресурсы, которые мы используем для объяснения материала. То есть вот в данном
занятий, например, будет ссылочка на статьи, где можно будет почитать о том более подробно, что же такое пиксель, что же такое величины, другие величины единицы измерения CSS, о которых мы не успели поговорить на сегодняшнем занятий. То есть будет прямая ссылка на ту статью, которую мы сами использовали для того, чтобы подготовиться к данному уроку. Эти ссылки будут в описании. Второй уровень подписки — это уровень, название для которого мы придумали персональный компьютер, более мощная вычислительная машина. И данный уровень позволяет нашим подписчикам, кроме основного контента, основных роликов, еще смотреть дополнительные ролики, которые будут исключительно доступны только для подписчиков Boosty и Patreon, вот именно, которые выберут подписку уровня 2, персональный компьютер, и в этих роликах будет эксклюзивный материал с разъяснением дополнительной теории, важных и полезных лайфхаков из области практической веб-разработки. Например, если смотреть вот сегодняшнюю нашу тему единицы измерения CSS, то дополнительный ролик к ней будет подробный разбор таких единиц измерения, как VH, VWidth, VMin и VMax. Ну и мы заготовили еще много-много полезных эксклюзивных роликов и хитростей веб-разработки для вас. И также, если вы выбираете данный уровень подписки «Персональный компьютер», вы автоматически получаете, естественно, все возможности уровня «Калькулятор». Причем хочу обратить ваше внимание, что вы можете подписываться на 1 месяц. И стоимость подписки на этот месяц для каждого уровня отображена слева и справа от разъяснения бонусов по уровню. В Patreon, соответственно, в долларах, в Boosty в российских рублях это примерно одни и те же суммы. Следующий уровень подписки — это суперкомпьютер. На уровне суперкомпьютер вы получаете навсегда ссылку на наш интерактивный онлайн-учебник, на базе которого идет разъяснение материалов курса. Причем хочу обратить ваше внимание, вот наш курс будет длиться месяцев где-то около полугода, 5-6 месяцев. И получается, для того, чтобы получить вот эту ссылку на интерактивный онлайн-учебник, вы можете не подписываться все полгода на данный уровень подписки. Вы можете подписаться на 1 раз, вы получаете эту ссылку и после пользуйтесь ей, она поступает в ваше личное пользование на все оставшееся время, она будет активна даже после того, как этот курс закончится. Если вы хотите опуститься, например, на более низкий какой-то уровень по подписке в следующем месяце, вы спокойно это можете сделать. И на то время, пока вы подключаете уровень спонсорства суперкомпьютер, для вас, естественно, доступны все бонусы на более низких уровней, калькулятор и персональный компьютер. Как только подписка эта заканчивается, вам нужно выбрать другой уровень подписки, чтобы получать бонусы доступные на уровне калькулятор, персональный компьютер и суперкомпьютер. И последний, максимальный уровень подписки, так называемый квантовый компьютер, такое название мы для него придумали. Значит, что он дает, какую возможность? Кроме всех возможностей уровней калькулятор, персональный компьютер и суперкомпьютер, вы получаете бонус подключения к чату, в котором на протяжении 2022 и 2023 года авторы курса смогут оказывать вам прямые личные консультации по вопросам
которые рассматриваются в нашем курсе «Основы сайтостроения». Также в этом чате вы можете оказывать помощь и своим коллегам, одноклассникам, которые также параллельно с вами будут проходить этот курс. Причем также хочу подчеркнуть ваше внимание, что если курс длится полгода, то вовсе не обязательно выдерживать квантовый уровень на протяжении всех этих 6 месяцев. Вы можете подключить данную подписку один раз, и таким образом вы подключаетесь к нашему закрытому чату. И когда эта подписка спустя месяц заканчивается, вы выбираете любую другую подписку, которую считаете нужной, а ссылка остается у вас, к чату вы уже подключены до конца курса и даже более, до конца 2023 года мы будем отвечать на ваши вопросы, касаемые содержания примеров практики нашего курса. Кроме того, значит, если вы выбрали вот этот уровень спонсорства, то вы получаете, кроме ссылки на чат, вы автоматически получаете то, что дает уровень суперкомпьютера, соответственно, и ссылку на интерактивный онлайн-учебник. Еще хочу подчеркнуть один такой важный момент. После того, как вы перейдете на наш Boosty либо Patreon, а ссылки на эти площадки будут под каждым нашим видео, что будут выходить на YouTube, вы, кликнув по этим ссылкам, можете напрямую переходить на наши аккаунты на этих площадках. Итак, как только вы перейдете, вот, например, на Patreon, вы увидите те же самые уровни подписки, о которых я вам только что рассказывал. И здесь вот под каждым уровнем, вот в этой области, в скобочках есть такое примечание плюс ватт. Это налог плюс НДС, так называемый. Дело в том, что в зависимости от того, в какой вы стране находитесь, согласно законодательству этой страны, налоговые органы могут требовать платить налог. И этот налог определяется законом этой страны, какой его будет размер, будет ли он вовсе или не будет. Поэтому может случиться такое, что когда вы выберете тот или иной уровень подписки и кликните «Присоединиться», вот, например, я выбрал уровень суперкомпьютер для примера. Здесь вот данные, куда вносить платежные реквизиты платежной карты. А здесь вот рассчитывается чек, так называемый, за подписку. Вот я сейчас нахожусь в Белоруссии, и Patreon определил, что на данный тип услуг, на данную подписку НДС в Беларуси не начисляется. Стоимость подписки $30 мы определили, соответственно, вот сумма итоговая, он говорит, сегодня заплатить $30. Может случиться так, что в вашей стране на данный вид услуг государство требует оплатить налог за добавленную стоимость. И в таком случае вот этой части сам Patreon, он обязуется эти налоги платить, он за это отвечает, а не вы. Он добавит еще одну графу, автоматически все это происходит, НДС. И здесь будет еще указано, кроме прямой стоимости курса, и стоимость НДС, которую следует в итоге заплатить. Но, еще раз повторяю, за это отвечает собственно, Patreon. Это его задача отслеживать налоговое законодательство вашей страны, и его задача выставлять чек соответствующим образом. Вот я нахожусь в Беларуси, и на данный момент Patreon считает, что тут НДС уплачивать не нужно. Ну а вот для примера Boosty выглядит вот
таким образом. Те же самые уровни подписки, только российские рубли. И вот кликайте сюда, и вы можете подписаться. То есть вывод таков. Когда вы будете подписываться, оформлять подписку, смотрите внимательно в итоговом чеке, добавляет ли Boosty либо Patreon туда налог или не добавляет. А сейчас мне осталось только сказать до свидания и до новых встреч. Не забывайте о лайке, подписке и прожатом колокольчике для того, чтобы вы не пропускали наши новые видео. Всего хорошего, до новых встреч! Минуточку вашего внимания. Я заметил, что в определении того, как работает относительная единица измерения процент, в определении того, как исчисляется вот этот процент, была мной допущена ошибка, которая может повлиять на неверное восприятие материала. Значит, верная формулировка определения. Как правило, процент будет высчитываться от значения стилевого свойства с тем же названием у родительского тега. Что это значит? Это значит, что процент работает так, как мы уже разбирали с вами в практических примерах. Если речь идет о том, что мы указываем процент дочерних тегов и берем стилевое свойство width и heights, то значит этот процент будет высчитываться от значения стилевого свойства родителя, в данном случае это тег, вот этот div, а от стилевого свойства родителя с тем же названием. То есть вот этот тег будет искать у родителя тоже width и heights, смотреть их значения и высчитывать вот эти 50% от значения стилевого свойства с тем же названием родительского тега. Либо же, если мы, например, берем у нас родительский тег вот этот, у него font size есть стилевое свойство, а дочерний тег, например, вот этот, и значение font size 150%, то он уже у своего родителя в данном конкретном случае будет искать не width и heights, а стилевое свойство с тем же названием. В данном случае тут 20 пикселей, то есть он будет от этих 20 пикселей высчитывать 150%, и это будет 30 пикселей. Поэтому еще раз обратите внимание, более корректно определение процента будет звучать следующим образом. И еще хочу вас обратить ваше внимание, что не всегда так бывает. Вот это правило работает. Бывают примеры исключения. Я об этом уже говорил в основной части урока. Если мы перейдем на страничку с исключениями, нажмите паузу, посмотрите внимательно этот текст в этой области. Возможно, на данный момент не все вам будет понятно, вы просто имейте в виду, что такие исключения есть, а когда мы будем изучать, что такое margin, что такое line heights, что такое position, вы к этой статье еще вернетесь, прочитаете ее уже обладая необходимыми знаниями, и все станет на свои места, и пазл сложится.